Well, as has been said before, migration has been around forever. Как This is уже nothing говорилось new. об этом, миграция была с нами всегда, это не является чем-то новым. And even if you look at Europe, we can know that we are here, we live here because migrants came a long time ago. И даже говоря о нас, европейцах, мы здесь потому, что мигранты прибыли в наши страны давным-давно. And just maybe you know already that, but what is migration? How can we define Наверняка вы уже migration? знаете это, но как мы можем определить миграцию? Что это такое? Generally, whenever we start a presentation of something, we have to define terms. Все это, когда мы начинаем что-то представлять, нам нужно определиться с терминами. Probably if you go around asking for what you think about migration or you define migration, probably we'll have 200 questions. То есть, естественно, если мы будем спрашивать всех, что такое миграция, у нас, возможно, будет 200 разных вариантов и 200 вопросов о определении этого термина. We can give a very brief description Но of мы можем definition of дать migration очень краткое определение миграции. by saying that it's a permanent or semi-permanent change of residence. Говоря о том, что миграция это является постоянным или непостоянным изменением своего проживания. The problem is that if you don't define time and space, Проблема в том, что если не определено время и пространство, well, even if you move from one place to another in the same building, you can call it migration. даже если вы переезжаете с места на место в одном и том же здании, вы это можете назвать миграцией. And this is a definition, in 1966. That's why there is no space and time involved. It's a very general definition. Было вынесено общее определение, которое не увлекало в себе понятие времени или пространства. But of course, when it comes to statistics and you have to measure things properly, then you have to become more precise in defining Когда мы говорим о migration. статистике, и нам нужно измерять правильно некоторые параметры, то определение очень важно. That's why in this definition by the UN, you have time and place. И поэтому в этом определении есть и место, и время. Basically, you have migration every time you cross a border and you live outside your country of birth for at least 1 year. В основном миграция – это пересечение вами границы или проживание вами в другой стране на протяжении больше, чем 1 года. You may agree or not agree with this definition, but at least we have a starting point. Вы можете либо соглашаться, либо нет с этим определением, но, по крайней мере, у нас есть точка отсчета. Then, as you said before by Dr. Baggio, in the world we have a lot of migrants. Как уже говорил об этом доктор Баджо, в мире множество мигрантов. You well know that we're talking about estimates. No one is went there to count all actual migrants going around. То есть, естественно, это только общий подсчет, то есть, естественно, никто не сможет никогда подсчитать всех мигрантов, которые перемещаются по всей планете. And moving to the world, to the European Union, in 2011, we had at least 44.5 million. То есть, говоря непосредственно о Европейском Союзе, то 4,5 практически миллиона мигрантов находятся в данный момент на территории Европейского Союза. And of course, we are talking about people who have the permit to move from one place. И понятно, что в данный момент мы говорим о людях, у которых есть разрешение на пересечение нашей границы. And here in this presentation, you have how many migrants are in each of the main receiving countries И на экране in the EU. презентации вы можете видеть, сколько мигрантов находится в какой европейской стране. And of course, as you can see, Germany has the highest number of migrants Как вы in its можете видеть, territory. на территории Германии находится самое большое число мигрантов. And Italy is only the third place. Италия только на 3-м месте. Then coming to Italy, of the population of almost 60 million people Говоря об living in Italy, Италии, с населением практически 60 миллионов людей, and in that number there is native Italians and migrants as и в well. это количество мы включаем как число непосредственно итальянцев, которые родились в Италии, так и число мигрантов. Italy has 4 million, almost 4 million and a half foreigners living in its В territory, Италии проживает 4 миллиона 387 тысяч иностранцев. which is 74.4% of its population. Это составляет 7,4% общего населения Италии. And it's not the higher percentage in Europe И actually. это не является очень высоким процентом по европейским стандартам. And if you look how migration or migrants in Italy are distributed across the country, И если мы посмотрим на то, как мигранты распространяются по территории Италии, you will see that
most of the migrants live in the north, Вы увидите, что большинство мигрантов проживает на севере, which is the most developed part of Italy. который является наиболее развитой частью Италии. Because as we well know, most of the migrants go to find a job. Not all of them, but most of them. Поскольку мы знаем, что все мигранты пересекают границы других стран для того, чтобы найти работу. And again, Italy is divided into regions. И снова Италия поделена на два основных региона. And again, most migrants И, are in the most developed regions, и опять же, большинство мигрантов проживает в наиболее развитых регионах Италии, which are in the north of Italy. которые находятся на севере Италии. And now I'm going to give you some, again, I'm giving you numbers all the way around, but I'm going to give you some more numbers. Я хочу еще привести некоторые цифры. The Italian population has been growing 8.2% between 2012 and 2013. Население Италии с 2012 по 2013 год выросло на 8,2%. And among the reasons that made the Italian population grow, there are the net migration, meaning migrants live in Italy and migrants coming to Italy, as you see. И из всех параметров, которые способствовали росту населения Италии, это чистая миграция. And also migrant death and migrant birth, the net. Также рождение мигрантов и смерть мигрантов. So basically, Italian population is growing also because of migration. То есть, и понятно, что в основном итальянская нация растет из-за числа мигрантов, находящихся на ее территории. And you see, among the new babies in Italy, Как вы видите, что среди всех новорожденных в Италии were almost 80,000 non-Italian было citizens. практически 80 тысяч неитальянских граждан. By the fact that you are born in Italy, you don't become Italian. То есть, если вы рождаетесь в Италии, то по законодательству вы не становитесь автоматически итальянцем. You had to apply when you turn 18. То есть вам нужно подавать документы на гражданство, когда вам исполнится 18 лет. That's why a baby from from migrants, the baby is not automatically И Italian, поэтому ребенок мигрантов не становится автоматически итальянцем. which is the actual law in Italy to become a citizen. You have to apply when you turn То есть 18. и понятно, что по процедуру, когда вам исполняется 18, вы подаете документы, если вы становитесь, если получите итальянцем. We were talking about living in the city and urbanization and everything. Мы говорим о том, что о проживании в городе, про урбанизацию и все другие аспекты этого. Almost 36% of migrants live in the cities. Практически 36% всех мигрантов живут в городах. And the reason is fairly simple to say, because they can find more work there. Довольно простая для этого причина, там есть работа, они могут найти работу в городах. And when it comes to gender, 53%. И говоря про составляющую гендерную, практически 53%, 53% это женщины. And this is the total numbers of visa. Because to come to Italy from some country, you have to apply for a Здесь visa. указано общее количество выданных виз, потому что пересечь границу Италии вам понадобится виза. And the first number is tourism, people coming for На первом tourism. месте это туризм, люди The second one, приезжают. business. На втором месте бизнес. Family unification А and work. объединение семьи занимает третье место, и рабочая виза на последнем месте. Do you know which country applied for the large amount of visa? Можете ли вы сказать, какая страна запросила наибольшее количество виз? And this is a question actually. Это вопрос. Россия, конечно. So maybe Russia. Yes, that's very smart. На первом месте находится Российская Федерация. This was an obvious question, right? То есть это даже можно было не спрашивать. Allora, let's continue with numbers again. Давайте снова продолжим с цифрами. And if we look at the origin, are the migrants by continents, by origin? Рассматривая национальность мигрантов в согласии с континентами и странами их происхождения, As you can see, most of the migrants come from Europe. как вы можете видеть, что большинство мигрантов приезжают в Италию из Европы. Then Africa, and then following all the other continents. Потом Африка Asia, и все другие America, and континенты. Australia. Азия, Австралия, Америка. And of course, we are talking about estimates. И, конечно, мы говорим только о оценке приблизительной. Then looking at the migrant population in migrant population in Italy,
by country of origin. И рассматривая всех мигрантов в Италии по стране их происхождения, In Italy we have almost 1 million from Romania, практически миллион жителей из Румынии. and that's again because they can move to Italy without applying for any visa since И Romania это- became part of the EU. Поскольку Румыния является частью Европейского Союза, то румыны могут находиться в Италии без визы, без документов. Then we have Albania, Morocco, Потом China, идет and Албания, Ukraine. Марокко, Китай, Украина. Morocco has been people coming from Morocco has been coming to Italy since forever, I would say almost. Люди Nothing new. из Марокко всегда эмигрировали в Италию, в этом нет ничего совершенно нового. Now moving to the type of work that migrants Сейчас do. уже передвигаемся к виду работы, которую осуществляют мигранты в Италии. Well, most of them work in the third sector, which is services, Большинство из cleaning, них работает в так называемом третьем секторе, restaurants. обслуживание, уборка, рестораны. Then 33% in the industry, 33% работает в промышленности. and something that might interest you since we are in the И state кое-что, что может вас university. заинтересовать, поскольку мы находимся на территории сельского университета. Almost 5% work in the agricultural sector. 5% мигрантов работают в сельском хозяйстве. Of course, in Italy, as after or during the financial crisis, unemployment grew a lot. Естественно, в Италии в течение экономического кризиса безработица значительно выросла. And numbers are not really nice to say, actually. И, к сожалению, данные цифры не очень приятные, особенно для разглашения. 10% of the Italian force is unemployed. 10% всей потенциальной рабочей силы в Италии без работы. But as you can see, when it comes to the migration force, it's even worse. Но это еще хуже, если мы будем рассматривать мигрантов. То есть 14%. And now we turn and we conclude with some numbers on agriculture, as I promised you. И сейчас мы уже будем завершать с некоторыми цифрами, связанными с сельским хозяйством. And this is a study conducted by the Ministry of Labor. И это исследование, которое было произведено Министерством труда Италии, On a sample of 100 companies of at least one employee to produce forecasts on the occupational needs of the Italian market. то есть на примере Is a 100 forecast. тысяч компаний. It's not the actual study, it's a forecast то есть to see это how much labor is needed in the Italian. Прогноз о том, как о количестве рабочих и количестве людей, которые будут задействовать различные отрасли промышленности, которые будут необходимы в Италии. And this study divided between non-seasonal workers, seasonal workers, and then of course it combines them together. И это исследование оно разделено между сезонными работниками, постоянными работниками, и потом они объединяются вместе. And if we look at non-seasonal worker, you might see that when it comes to agriculture, И рассматривая постоянных работников в связи с сельским хозяйством, most of the labor force is taken by Italians. большинство работников в сельском хозяйстве итальянцы, 74%. Instead, on the other hand, when it comes to seasonal workers, То есть, когда мы говорим о сезонных работниках, as you can see, there is a change. It's как можно almost видеть, equal the эти amount цифры of people меняются. by the Italians or migrants working in the agricultural sector. То есть он практически равняется всем итальянцам, которые работают в сельском хозяйстве. And this is, of course, because if you are a migrant, as was said before, И, конечно, это объясняется тем, что если вы мигрант, it might be easier to hire you and to fire you. то вас гораздо легче нанять и гораздо легче уволить. That's why the percentage of migrants in the seasonal workers are higher than in non-seasonal workers. Поэтому процент мигрантов, задействованных в сезонных работах, гораздо выше, чем процент людей, которые постоянно работают. And of course, we can stay here longer and longer talking about the difference between percentages in И, this. конечно, мы можем сидеть большое количество времени, рассматривать эти таблицы, говоря о процентном соотношении. But I guess I'm gonna end here. Но доктор Мане думает, что уже может завершить свой доклад здесь. Not to have any cards telling me that time is over. Чтобы ему никто не передавал карточку с надписью «Время истекло».